Всем привет, друзья! Вы на канале Safe A World. Сегодня я для вас расскажу историю. Приятного просмотра. В тот день Джон вышел на утреннюю прогулку вдоль старого забора, что отделял часть заповедника от территории, где когда-то стояла ферма его деда. Он часто приходил туда, чтобы проветриться, подумать или просто побыть наедине с природой, и ничего не предвещало, что всего через несколько минут ему придется принять решение, от которого могла зависеть не только чья-то жизнь, но и его собственная безопасность. Пройдя несколько сотен метров, он вдруг услышал странный рваный хрип, будто кто-то тяжело дышал, захлебываясь злостью и страхом одновременно. И, обернувшись, заметил, как в нескольких шагах от него, между проржавевшими прутьями забора, застряло дикое животное. Это была взрослая рысь, чье тело частично проскользнуло сквозь железные перекладины, но задние лапы застряли, не давая ей ни выбраться, ни отступить. Ее шерсть была взъерошена, а глаза расширены от боли и ярости. Она шипела, царапала лапами землю и пыталась изогнуться, но каждый новый рывок причинял ей еще больше страданий. Джон замер, он знал, что любое движение может быть воспринято как угроза, и даже ослабевшая от боли рысь могла в один момент броситься, если почувствует опасность. Он был без оружия, без перчаток, даже без телефона, только старые плоскогубцы на поясе, которыми он раньше ремонтировал калитку на участке, могли хоть как-то помочь. Минуты казались вечностью, и в его голове пронеслось все. «Оставь, пусть этим занимаются рейнджеры, да если уйдешь сейчас, не сможешь с этим жить». Он сделал шаг. Рысь зарычала. Он присел, держа руки на виду, и заговорил с ней негромко, спокойно, так, будто перед ним не хищник, а испуганный ребенок. Еще шаг. Еще. Он понял, она больше не может вырываться, ее силы уходят. Джон медленно потянулся к прутьям, нащупал край металла, сжавшего ее бедра, и начал осторожно разжимать зазор, раздвигая металлические перекладины не так сильно, чтобы навредить, но достаточно, чтобы рысь почувствовала, что ее хватка ослабла. Она смотрела прямо ему в глаза не как на врага, а как будто пыталась понять, что он делает, зачем он пришел, и можно ли ему доверять хоть на мгновение. Когда прутья наконец чуть подались, рысь вздрогнула, напряглась, замерла на секунду и сделала последний, решающий рывок. Земля взлетела в стороны. Тело пронеслось в сантиметрах от его руки. Несколько мгновений, и она уже была в кустах, исчезая в сухой траве, не оставив ни звука, кроме тяжелого дыхания Джона, который еще долго сидел в пыли, не веря, что все это действительно произошло. Он не получил ни царапины, но чувство, что сегодня он сделал что-то, что останется с ним навсегда, не отпускало. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.